Урок 1. Этикет в тренажерном зале. Привет, Анна. Я обратила внимание на некоторые правила в тренажерном зале, которым, на мой взгляд, важно Правда. следовать всем. Что вы видели? Они отметили, что правильно используют оборудование и проявляют уважение к другим. Это очень важно для хорошего времяпрепровождения в тренажерном зале. Что скажешь? Абсолютно. Это обычная вежливость. Я также считаю, что нам следует ограничить использование в часы пик, чтобы дать шанс каждому. Именно так. Здесь может быть многолюдно, а ожидание машин может быть неприятно. У вас есть любимое время для занятий спортом. Я предпочитаю раннее утро, когда тише. Это помогает мне начать день на позитивной ноте. А как же ты? Обычно я хожу по вечерам. Это отличный способ расслабиться после долгого дня. Вам когда-нибудь приходилось ждать снаряжения? Да, особенно для стойки для приседаний. Это может быть популярное место. Как вы справляетесь с ожиданием? Обычно я делаю быструю разминку или растяжку рядом. Это помогает мне оставаться активным во время ожидания. Какая у тебя тренировка в тренажерном зале? Обычно я начинаю с кардиотренировок, затем перехожу к силовым тренировкам. Это позволяет сохранить баланс. Как насчет тебя? Мне тоже нравится все смешивать. Я занимаюсь кардиотренировками, а затем тяжелой атлетикой. Это мотивирует меня. Ты когда-нибудь пробовал групповое занятие? Да, однажды я ходил на занятия по спиннингу. Было очень интенсивно, но очень весело. Ты пробовал какие-нибудь занятия? Недавно я попробовала занятие йогой. Это было сложно, но расслабляюще. Считаете ли вы, что занятия помогают мотивировать? Определенно. Они создают чувство общности и заставляют вас работать усерднее. Какой твой любимый вид занятий спортом? Мне нравятся высокоинтенсивные интервальные тренировки ИТ. Это отличный способ быстро нарастить силу и выносливость. Что тебе нравится в занятиях по спиннингу? Мне нравится музыка и энергия. Инструкторы мотивируют, и это очень важно. Как вы думаете, этикет в тренажерном зале — это не только оборудование? Да, забота о личном пространстве и уборка за собой тоже очень важны. Как обеспечить чистоту в тренажерном зале? Я всегда протираю машины после их использования. Это небольшое усилие, которое имеет большое значение. Как вы думаете, какому правилу должны следовать все? Я думаю, что все должны относиться к другим с уважением и воодушевлением. Благоприятная среда имеет большое значение. Урок 2. Организация идей. Привет, Анна. Я думала о том, как лучше организовать свои заметки. Отличная идея. Что вы используете для заметок? Обычно я использую блокноты, но иногда они кажутся мне немного хаотичными. Как насчет тебя? Я предпочитаю цифровые приложения для заметок. Они помогают мне упорядочить все и сделать его легкодоступным. Я это прекрасно понимаю. Я постоянно листаю страницы в поисках конкретной информации. Каким приложением вы пользуетесь? Я использую Evernote. Это позволяет мне классифицировать заметки и добавлять теги. Это очень полезно. Вы пробовали какие-либо приложения для заметок? Я немного пользовался программой Microsoft OneNote. Приятно.
но я все равно иногда предпочитаю записывать что-то от руки. Написание от руки может помочь сохранить память. Есть ли у вас система для ноутбуков? Не совсем. Я просто записываю все, что приходит в голову. Позже может быть трудно что-то найти. Как вы упорядочиваете заметки? Я создаю отдельные блокноты на разные темы и использую заголовки для каждой темы. Это упрощает рецензирование. Звучит эффективно. Вы также включаете рисунки или диаграммы в свои заметки. Да, визуальные эффекты действительно помогают мне лучше понять концепции. Вы что-то рисуете в своих заметках? Иногда я рисую быстрые диаграммы, но мне нужно быть более последовательным. Какой твой любимый способ просмотра заметок? Мне нравится обобщать ключевые моменты и задавать вопросы самостоятельно. Это подкрепляет материал. А как же ты? Обычно я их перечитываю, но мне нравится ваша идея резюмировать. Звучит интереснее. Это определенно так. Вы когда-нибудь думали об использовании цветового кодирования в своих заметках? Я еще этого не пробовал, но звучит интересно. Как вы используете цвета? Я назначаю разные цвета для разных тем. Это визуально разделяет информацию и упрощает ее поиск. Это умная идея. Думаю, я попробую цветовое кодирование. Урок 3. Карьерные пути. Привет, Анна. Я беседовал с другом по маркетингу, и это заставило меня задуматься о другой карьере. Это интересно. Что ваш друг сказал о своей работе? Они отметили, насколько динамичным и креативным может быть маркетинг. Как насчет тебя? Чем вы занимаетесь? Я учитель. Мне нравится работать со студентами и помогать им учиться. Что вам нравится в маркетинге? Мне нравится творческий подход к разработке компаний. Приятно видеть, как идеи воплощаются в жизнь. Какие предметы вы преподаете? Я преподаю английский язык, и мне нравится видеть, как ученики улучшают свои языковые навыки. Считаете ли вы, что коммуникация важна в вашей области? Абсолютно. Четкая коммуникация необходима в маркетинге для эффективной передачи сообщений. Используете ли вы разные методы обучения? Да, я использую сочетание лекций, групповых занятий и игр, чтобы все было интересно. Какие маркетинговые стратегии вы считаете наиболее эффективными? Я думаю, что маркетинг в социальных сетях очень эффективен. Он быстро достигает широкой аудитории. Используете ли вы технологии в преподавании? Определенно. Я использую онлайн-ресурсы и образовательные приложения для улучшения обучения. Заметили ли вы какие-либо тенденции в маркетинге в последнее время? Да, устойчивое развитие становится ключевым направлением для многих брендов. Люди хотят поддерживать экологически чистые компании. Что ваши ученики думают об экологических проблемах? Они очень увлечены этим. Я стараюсь включить уроки устойчивого развития в свою учебную программу. Считаете ли вы, что компаниям следует быть более социально ответственными? Да, определенно. Ответственность может повысить лояльность к бренду и привлечь клиентов. Как вы поощряете своих учеников к критическому мышлению?
Я поощряю дискуссии и дебаты на различные темы. Это помогает им составить собственное мнение. Считаете ли вы, что критическое мышление необходимо в маркетинге? Абсолютно. Маркетологам необходимо анализировать данные и понимать поведение потребителей. Какая часть вашей преподавательской работы приносит наибольшее удовлетворение? Невероятно приятно видеть, как мои ученики добиваются успеха и обретают уверенность в себе. А как же ты? В чем изюминка вашей маркетинговой карьеры? Мне нравится видеть влияние успешной компании и то, как она находит отклик у аудитории. Приятно с тобой общаться, Анна. Урок 4. Советы по рисованию. Привет, Анна. Я только что закончила красить свою комнату, и это был настоящий опыт. Звучит забавно. Какой первый шаг вы сделали перед тем, как погрузиться в картину? Во-первых, я позаботился о том, чтобы мои стены были чистыми и подготовленными перед покраской. Ты когда-нибудь рисовал комнату? Да, прошлым летом я покрасила гостиную. Я поняла, что подготовка — это ключ к успеху. Вы использовали учебник. Я так и сделала. Это помогло краске лучше прилипать и сделать цвета ярче. Какой цвет вы выбрали для своей гостиной? Я выбрала нежно-синий цвет. Это создает успокаивающую атмосферу. А как же ваша комната? Я выбрала яркую зелень. Это действительно украшает пространство. Были ли у вас проблемы во время рисования? Несколько. Я случайно пролил немного краски на пол. К счастью, я быстро все убрал. У тебя случались неудачи. Я пролила краску на одежду. Теперь это моя специальная одежда для рисования. Каков ваш совет по предотвращению утечек? Я всегда кладу салфетку. Она улавливает любые разливы и защищает пол. Как вы думаете, важно ли выбрать правильные инструменты? Абсолютно. Хорошие щетки и валики могут облегчить работу и сделать отделку более гладкой. Какие инструменты вы использовали? Я использовала валик для больших площадей и щетку для углов. Это отлично сработало. У вас был любимый инструмент. Мне нравилось использовать распылитель краски для потолков. Это сэкономило так много времени. Вы когда-нибудь пробовали такую? Пока нет, но мне интересно. Как вы думаете, им легко пользоваться? Поначалу это может быть немного сложно, но для больших помещений оно того стоит. Какой у тебя следующий проект? Сделай сам. Я подумываю сделать свои собственные полки. Мне нравится идея персонализировать свое пространство. Вы занимались деревообработкой. Немного. Однажды я построил небольшой стол. Это было сложно, но приятно. Вам нравятся проекты? Сделай сам. Верю. Они позволяют мне выразить свое творчество. Каким проектом вы гордитесь? Я горжусь своими расписными цветочными горшками. Они придают моему саду индивидуальность. Урок 5. Цели фитнеса. Привет, Анна. В последнее время я стараюсь регулярно тренироваться. Отлично. Какие советы вы можете дать, как не сбиться с намеченного пути? Один из моих лучших советов — планировать тренировки заранее.
Это помогает мне оставаться организованным. У вас есть график тренировок? Да, я обычно планирую свою неделю каждое воскресенье. Так мне легче придерживаться привычного распорядка дня. Как часто ты тренируешься? Я стараюсь делать это примерно 4 раза в неделю. Я совмещаю кардиотренировки и силовые тренировки. А как же ты? Я стараюсь тренироваться 5 раз в неделю. Мне нравится совмещать йогу и бег. Ты когда-нибудь занимался йогой? У меня есть. Это отличный способ повысить гибкость. У тебя есть любимая поза йоги. Мне нравится поза собаки вниз. Она растягивает спину и освежает. Какое твое любимое упражнение? Мне очень нравится тяжелая атлетика. Это помогает наращивать силы и повышает уверенность в себе. Как сохранить мотивацию в трудные дни? Я напоминаю себе о своих целях и о том, как хорошо себя чувствую после тренировки. Слушаете ли вы музыку во время тренировки? Определенно. Веселая музыка заряжает меня энергией. Какой у тебя плейлист с любимыми тренировками? Мне нравится сочетание поп-музыки и электронной музыки. Меня это действительно взбудораживает. Вы отслеживаете свой прогресс. Да, я веду дневник, в котором отмечаю свои тренировки и улучшения. Приятно видеть, как далеко я продвинулся. Как вы отслеживаете свой прогресс? Я использую приложение для фитнеса, которое отслеживает мои пробежки и тренировки. Это помогает мне нести ответственность. Вы поставили перед собой какие-либо конкретные цели в фитнесе? Я хочу пробежать 10 километров к концу года. Это непростой вызов, но я очень рад. А как же ты? Я хочу улучшить свою гибкость и выполнить задание по ЕГЭ. Это должно быть весело. Как вы думаете, помогает ли напарник по тренировкам? Абсолютно. Это повышает ответственность и делает тренировки более приятными. У вас есть партнер по тренировкам. Да, мой друг вместе со мной бегает. Мы мотивируем друг друга к успеху. Какое твое любимое блюдо после тренировки? Обожаю протеиновые смузи с фруктами. Это освежает и заряжает энергией. Урок 6. Приключения на Родео. Привет. Анна, я только что прочитала Родео на канадском западе. Звучит захватывающе. Звучит захватывающе. Что особенного в этом Родео? Он известен тем, что лучшие ковбои и гонщики Родео соревнуются за главный приз в размере $25 000. Вы когда-нибудь бывали на Родео? Я была в одном из них прошлым летом, и это было очень весело. Атмосфера была захватывающей. Какие у них были мероприятия? Они катались на быках, участвовали в гонках на бочках и состязаниях по скакалке. Каждое соревнование было насыщенным. Какое событие вам понравилось больше всего? Мне нравились гонки на бочках. Лошади были такими быстрыми, а всадники показали потрясающее мастерство. У вас есть любимое соревнование по Родео? Катание на быках– мое любимое занятие. Мужество, необходимое для того, чтобы удержаться на быке, просто невероятное. Вы когда-нибудь пробовали заниматься Родео? Пока нет, но мне бы очень хотелось научиться кататься на скакалке. Выглядит сложно, но полезно. Вы когда-нибудь думали попробовать себя в Родео?
У меня есть. Думаю, научиться верховой езде было бы фантастическим приключением. Как вы думаете, что делает Родео такими популярными? Я считаю, что это сочетание традиций, энтузиазма и связи с западной культурой. Это действительно демонстрирует ковбойский образ жизни. Именно так. Музыка, одежда и атмосфера сообщества создают уникальные впечатления. Что вы думаете об одежде для Родео? Они такие красочные и стильные. Мне нравятся ковбойские шляпы и сапоги. У тебя есть любимая одежда для Родео? Мне очень нравятся классические джинсовые рубашки. Они отлично выглядят и практичны для езды. Ты когда-нибудь носил ковбойские сапоги? Да, я одолжил пару для Родео. Они были удобны и дополняли впечатление. Как вы думаете, Родео безопасны? У них есть меры безопасности, но это все равно может быть опасно. Участники рискуют ради острых ощущений. Как вы к этому относитесь? Я восхищаюсь их храбростью, но я также считаю, что важно уделять приоритетное внимание безопасности. Как вы думаете, что может повысить безопасность на Родео? Помогло бы дополнительное обучение и защитное снаряжение. Это важно для всех участников. Какие еще западные традиции вам интересны? Я в восторге от линейных танцев. Кажется, это интересный способ прославить западную культуру. Вы когда-нибудь пробовали его? Я видел его на Родео, но сам не пробовал. Похоже, это отличный способ пообщаться. Урок 7. Преодоление разъединения. Привет, Анна. Я думала о том, как страшно и негативно некоторые люди относятся к новым ситуациям. Это интересный момент. Отказ от участия действительно может сдерживать развитие людей. Как вы думаете, что вызывает этот страх? Я считаю, что это часто происходит из-за страха неудачи или глупости. Вы когда-нибудь чувствовали себя подобным образом? Определенно. Может быть сложно попробовать что-то новое, когда вы беспокоитесь о том, что подумают другие. Каков ваш опыт преодоления этого страха? Я стараюсь напоминать себе, что все с чего-то начинаются. Цена разъединения здесь действительно может быть очень серьезной, особенно в том, что касается личностного роста. Именно так. Упущение возможностей может стать большой потерей. Какие стратегии вы используете, чтобы оставаться вовлеченными? Я ставлю перед собой небольшие достижимые цели. Благодаря им новые задачи становятся менее сложными. Как насчет тебя? Мне полезно обратиться за поддержкой к друзьям. Так пробовать что-то новое становится менее страшно. Ты это пробовал? Да, наличие системы друзей действительно может повысить уверенность в себе. Как вы думаете, важно отмечать небольшие выигрыши? Абсолютно. Празднование прогресса, каким бы незначительным оно ни было, повышает мотивацию. Какую недавнюю победу вы отметили? Недавно я закончила курс, из-за которого очень нервничала. После этого я угостил себя вкусным ужином. А как же ты? Я попробовала новый кулинарный рецепт, который оказался отличным, поэтому пригласила друзей поделиться им. Как вы думаете, освоение новых видов деятельности помогает бороться с разъединением войск? Конечно, это открывает новые перспективы и впечатления. Что самое удивительное вы узнали, попробовав что-то новое?
Я поняла, что мне очень нравится рисовать. Это было неожиданно, но очень приятно. Обнаружили ли вы скрытые таланты? Я узнала, что мне нравится выступать на публике. Сначала было страшно, но теперь мне нравится. Думаете, страхи часто мешают нам раскрыть свои сильные стороны. Определенно. Легко позволить страху диктовать наш выбор. Что бы вы посоветовали тому, кто борется с проблемой разъединения? Я бы посоветовал начать с малого, обратиться за поддержкой и помнить, что чувствовать себя некомфортно– это нормально. Рост происходит за пределами наших зон комфорта. Урок 8. Заветные воспоминания. Привет, Анна. Я помню, когда я была маленькой, я почувствовала такое облегчение, когда нашла свою любимую куклу. Звучит мило. У тебя с ней была особая связь. Абсолютно. Я крепко обняла свою куклу и пообещала себе, что больше нигде ее не оставлю. Я не представляю себе жизни без нее. А как же ты? У тебя была любимая игрушка. Да, у меня был плюшевый медведь по имени Мистер Кадлс. Он был моим доверенным лицом. Ты когда-нибудь брал свою куклу в приключения? Все время. Она ходила в походы в парк и даже в школу. Мне казалось, что у нее своя жизнь. Ты придумывал истории со своим медведем. Да, я придумывал приключения, в которых мы путешествовали по волшебным местам. Было так весело. Как вы думаете, эти детские игрушки помогают нам стать? Определенно. Они учат нас любви, заботе и воображению. Какие уроки вы извлекли из игры? Я поняла важность дружбы и творчества. Это было безопасное место для самовыражения. Вы сохранили какие-нибудь детские игрушки? Моя кукла все еще спрятана в коробке. Это навевает такие приятные воспоминания. У вас все еще есть мистер Кадлс. Да, верю. Он немного устал, но я не могу с ним расстаться. Он — часть моего детства. Как вы думаете, как ностальгия влияет на нас, взрослых? Это напоминает нам о простых временах и может успокоить нас в напряженные дни. Какие воспоминания вам больше всего дороги? Я дорожу летними днями, проведенными на свежем воздухе с друзьями. Это были беззаботные моменты. А как же ты? Я помню семейные собрания, где мы играли в игры и смеялись вместе. Эти моменты сформировали мои ценности. Как вы думаете, важно делиться этими историями с другими? Да, обмен историями сохраняет эти воспоминания и связывает нас с другими. Какой историей вы бы хотели поделиться? Я бы хотел рассказать о том, как я потеряла куклу на пляже, и о том, как моя семья помогла мне ее найти. Это научило меня ценить поддержку. Урок 9. Понимание истории. Привет, Анна. Я читала о том, как в конце концов жители Канады и Соединенных Штатов поняли, что их законы несправедливы. Это важная тема. О каких конкретных законах они говорили? В основном законы, касающиеся гражданских прав и обращения с коренными народами. Удивительно, как осведомленность общественности может привести к переменам. Как вы думаете, что послужило толчком к этому осознанию? Думаю, это было сочетание активизма и образования. Люди начали понимать влияние этих законов на сообщество.
Вы читали о каких-либо значительных движениях? Да, движение за гражданские права в США сыграло решающую роль в повышении осведомленности. Такие лидеры, как Мартин Лютер Кинг-младший, оказали огромное влияние. Есть ли у вас любимая историческая фигура? Я восхищаюсь отвагой Малалы Юсафзай в борьбе за образование девочек. Ее история вдохновляет. А как же ты? Я очень уважаю Нельсона Манделу. Его путь и преданность правосудию удивительны. Как вы думаете, какие уроки мы можем извлечь из истории? Изучая прошлые ошибки, мы можем принимать лучшие решения на будущее. Очень важно помнить об этих уроках. Как вы думаете, в образовании историю часто упускают из виду? Иногда да. Думаю, что уделение большего внимания различным точкам зрения могло бы обогатить наше понимание. Какие предметы истории интересуют вас больше всего? Меня особенно интересуют социальные движения и то, как они формируют общество. Они рассказывают яркие истории. Какие темы вы считаете наиболее интересными? Меня тянет к истории революций. Мужество людей, борющихся за свои права, завораживает. Как, по-вашему, истории из прошлого влияют на наше настоящее? Они напоминают нам о том, как важно отстаивать то, что правильно. История может побудить нас выступать за перемены сегодня. Вы видели современные примеры этого? Определенно. Недавние протесты за расовую справедливость и изменение климата показывают, что люди все еще борются за справедливость. Какие движения вдохновляют вас? Глобальные климатические забастовки вдохновляют. Удивительно видеть, как молодые люди объединяются ради общего дела. Как вы думаете, какую роль играют люди в формировании истории? Каждый человек может изменить ситуацию к лучшему, даже небольшие действия могут привести к значительным изменениям. Это дает нам возможность задуматься о нашем потенциальном влиянии. Урок 10. Удовольствие от заказа. Привет, Анна, ты готова сделать заказ? Конечно, Джон. Я думала об этом. Что для тебя хорошо звучит? Я предпочитаю пасту, но стейк тоже звучит заманчиво. А как же ты? Я жажду хорошего салата, может быть, с курицей на гриле. Ты уже пробовал их салаты? Да, они довольно свежие. Мне нравится, как они используют местные ингредиенты. Должны ли мы поделиться закуской? Отличная идея. Как насчет брускетты? Она такая ароматная. Идеальный выбор. Я позвоню официанту и сделаю заказ на брускетту, пасту и салат. Похоже на план. Как вы думаете, нам стоит попросить специальные заправки для салата? Определенно. Я спрошу, есть ли у них домашний винегрет. Это всегда приятно на ощупь. Я согласен. Это придает особый вкус. Что вы думаете о десерте? А десерт звучит заманчиво. Я слышала, что за их шоколадный торт стоит умереть. Да, у меня такое уже было. И это просто божественно. Должны ли мы поделиться им? Отличная идея. Делиться всегда веселее, особенно с чем-нибудь таким вкусным. Не могу дождаться. Эта еда будет потрясающей.
Что тебе больше всего нравится в ужины вне дома? Мне нравится пробовать новые блюда и наслаждаться атмосферой. Это всегда похоже на приключение. Именно так. Это возможность расслабиться и насладиться хорошей компанией. Давайте воспользуемся этим по максимуму. Конечно, я в восторге от этого восхитительного путешествия, в которое мы отправимся сегодня. Урок 11. Мягкое против твердого. Привет. Анна, ты когда-нибудь думала о том, как все по-другому? Все время. Это увлекательно. Например, плюшевый мишка такой мягкий. Его приятно трогать. Именно так. Вот почему дети их любят. Как ты думаешь, что еще мягкое? Подушки. Еще один отличный пример. Они идеально подходят для отдыха головы. Верно. Кроме того, одеяла могут быть невероятно мягкими, особенно когда они только что вышли из сушилки. Определенно. С другой стороны, что вы думаете о трудных вещах? Что ж, скала, конечно, твердая. Она прочная и непоколебимая. Да. И подумайте о столе. Он прочный и выдерживает большой вес. Верно. Интересно, какое предназначение имеют как мягкие, так и твердые предметы. Именно так. Например, твердая поверхность отлично подходит для письма, а мягкая — для сна. А некоторые вещи могут быть и тем, и другим. Как мягкая кожаная куртка, внешне твердая, но мягкая в носке. Отличное замечание. Это заставляет меня задуматься о том, как текстуры могут изменить наш опыт. Определенно. Вы когда-нибудь трогали что-то, что удивляло вас своей текстурой? Да, однажды я прикоснулся к морской губке. Она была и твердой, и мягкой одновременно. Вау! Звучит интригующе. Мне нравится, когда вещи обладают неожиданными качествами. Я тоже. Это делает мир намного интереснее для изучения. Абсолютно. Думаю, нам стоит как-нибудь заняться поиском текстур, пощупать разные объекты и посмотреть, как они соотносятся. Урок 12. Фермерские семьи и ярмарки. Привет. Анна, вы видели, как осенние ярмарки становятся популярными в наших краях. Да, они потрясающие. Мне нравится, как они демонстрируют местные продукты и изделия ручной работы. Абсолютно. Это отличный способ поддержать фермерские семьи и их тяжелый труд. Конечно. Думаю, это действительно помогает им общаться с сообществом, не так ли? Определенно. Кроме того, это дает людям возможность узнать больше о сельском хозяйстве и о том, откуда поступают продукты питания. Именно так. Вы пробовали свежие продукты с ярмарок? Да, на прошлой неделе я ел самые сладкие яблоки. Они были такими хрустящими и сочными. Мне это нравится. Свежие яблоки намного вкуснее, чем купленные в магазине. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашими видео и каналами.